Всем привет, привет. Если меня слышно, дайте плюсик в чат, пожалуйста. I broke my own heart when I left you behind, and I loved you so much, but it wasn't even love. You should have known that I was wrong. Меня слышно, ребят? You were Походу, нет, да? Что-то опять с ютубом не то. Бля. Слышно, если слышно хорошо. А то у меня здесь уведомление всплыло, что что-то не то с потоком интернета. Что ж, начнем наш недельный обзор. Это вообще неделя была очень хорошей, плодотворной. Меня обрадовало то, что большинство студентов получили профиты в этой неделе. То есть много было трейдов от студентов и очень много было тейков с хорошими анализами. Радует именно такой момент, когда ты видишь плоды своего труда, и когда студенты начинают зарабатывать, вот вдвойне это приятно видеть то, что это все не было зря. То есть все эти знания пошли в пользу и сейчас вот приносят прибыль. Итак, а эта неделя вообще она сформировалась по классическому PO3. Да. Начало недели было в консолидации, потом была манипуляция, ложное движение. Тем самым мы здесь зачистили ликвидность, сделали откатное движение в дискаунт и началась дистрибуция. Да. Если это смотреть с точки зрения к PO3, то вот тут была аккумуляция, затем началась манипуляция здесь в медвежьем направлении, и после этого началась дистрибуция. Вот. Все было легко читаемо, если знать концепции, да. Я думаю, поэтому большинство студентов в этой неделе показали очень хорошие результаты. Вот так, это если на 15, то можно было даже предположить, докуда будет продолжаться это движение, да. Можно было измерить по STDV отклонениям. Так, если спустимся на более младший таймфрейм, то здесь вот найдем слом структуры. Здесь, вот оно. И если начнем измерять отсюда, то мы увидим то, что ровно 5 отклонений по стандартным отклонениям. Так, STDV оригинальная, вот она. Вот. Цена дошла ровно до максимума, то есть до финальной стадии расширения.
И отсюда началась уже разворотная модель. То же самое можно было прочесть откат этот, манипуляционное движение, докуда она будет спускаться. Вот, пожалуйста, 2-2,5 отклонения, и цена здесь в этом диапазоне сформировала SMT-дивергенцию и развернулась уже после достижения дискаунта. После достижения дискаунта. Ребята, кто смотрит, если просто прошу, поставьте лайки заранее, просто прошу, потому что это помогает, сами знаете, продвижению данного видео. Так, вот, если мы разделим это на премиум и дискаунт, мы увидим здесь, что цена сначала торговалась в премиуме в понедельник, затем во вторник цена спустилась в дискаунт. Тут куда цена пришла, да? Я постоянно это говорю, что в первую очередь мы должны отметить наш dealing range. Затем внутри этого dealing range мы уже определяем премиум и дискаунт. И уже отталкиваясь от этого премиума, дискаунта, мы смотрим, где торгуется цена. Если торгуется цена в премиуме, то мы отмечаем POI, который находится в дискаунте. То, что в премиуме, нам не важно. Мы должны отметить все, что есть в дискаунте. В первую очередь это имбалансы, затем брейкер-блоки, затем ордер-блоки и rejection-блоки. Да, это надо всегда по правильной иерархии отмечать POI. Если перейдем на 4-часовой таймфрейм, мы здесь увидим то, что единственным, то есть самый первый POI в дискаунте это был вот этот 4-часовой имбаланс. Так, это 4 часа, да. Вот. Затем после него идет еще один 4-часовой имбаланс. Вот он. И мы видим то, что первый имбаланс здесь цену не удерживает, но цена достигает второго 4-часового имбаланса. Вот. И цена здесь задерживается. Плюс, где находится этот 4-часовой имбаланс? Он находится в диапазоне брейкер-блока. Вот этого брейкер-блока. Так. Сейчас. Вот, брейкер-блок. И цена как раз-таки касается диапазона и брейкер-блока и достигает 4-часового имбаланса. То есть здесь два POI от старшего таймфрейма, которые накладываются друг на друга. Это является сильным уровнем, очень сильным. И поэтому цена уже развернулась именно с этого диапазона. И дальше цена просто вот работала по order flow. Каким образом, вы спросите? Вот, пожалуйста, 4-часовой имбаланс снова. Цена сначала, что она делает? Вот. Здесь уже когда цена входит в фазу расширения, то цена будет двигаться по order flow. По order flow и по концепции так, RL и ERL. Так, RL и ERL. Вот таким образом будет цена двигаться. Если спросите, каким образом здесь на графике это происходило, сейчас покажу вам. Вот смотрите. Цена сначала сделала
откатное движение, манипуляцию, и затем развернулась. И тут начинается расширение. Здесь вот тут цена достигает внешней ликвидности, заодно зачищая вот это все здесь. Вот эту всю ликвидность здесь цена зачищает вот этим движением. Вот этим движением. И когда достигаем вот этого high, отсюда цена разворачивается. Здесь у нас вот этот order блок, это и вообще этот high, это protected high, потому что тут была зачистка ликвидности. Тут была зачистка ликвидности, поэтому этот high является защищенным, protected. Соответственно, цена доходит до этого уровня и защищает всю ликвидность, и отсюда разворачивается. Мы здесь достигли RL ликвидности. Так, RL, где это было? Вот. RL ликвидности. Затем цена делает обратный откат уже в ERL, вот, internal range. Internal ликвидности является всегда имбалансы. Вот. Здесь ERL ликвидность это 4-часовой вот этот FEG. Диапазон FEG. Цена вот делает откат в этот диапазон. Телами здесь удерживают цену. Хоть и фитилем мы делаем глубокий откат. Вот. После этого снова цена продолжает свое движение. Затем снова происходит RL. Вот. Всю внешнюю ликвидность мы здесь зачищаем. И после этого цена опять повторяет сценарий. Вот он. Цена движется за счет order flow. Да, кроме консолидации. Order flow работает только в расширениях. В консолидации правила order flow не работают. Поэтому, как только будет сформирована консолидация, затем произойдет манипуляция, это будет подтверждением начала движения по order flow. И торговать внутри order flow это самое простое и самое как бы несложное и профитное дело. Потому что когда цена двигается внутри фазы расширения по order flow, цена будет всегда двигаться однообразно, вот таким вот образом. Покажу схематически. По зигзагообразно, только в бычьем либо медвежьем направлении. Сначала будет пробой, затем откат. Снова пробой, затем откат, пробой, откат, пробой. И эти откатные движения, они могут завершаться либо в диапазоне имбалансов, да, либо в диапазоне брейкер блока, либо ордер блока. Вот. Либо ордер блок, либо брейкер блок, либо имбаланс. Уже всегда надо смотреть на иерархию. Первоочередно, да, идет всегда имбаланс. У вас будет всегда сначала имбаланс. Если цена пробьет диапазон имбаланса, затем у вас будет диапазон брейкер блока. Если цена пробьет даже брейкер блок, затем уже ордер блок. И после этого уже самая последняя фаза, это будет уже rejection блок. Вот диапазон rejection блока. Надо знать вот эту этапность. Да? Если вы будете понимать поэтапность POI, то работа в order flow будет уже более понятной и легкой. Вот таким вот образом здесь цена опять здесь делает новый экстремум, вот новый higher high. После этого цена возвращается снова в диапазон 4-часового имбаланса, вот, и отсюда опять продолжает свое движение в фазе дистрибуции. Вот.
И как только, смотрите, как только диапазон, вот здесь мы снова сформировали маленький диапазон имбаланса, вот здесь тоже 4-часовой имбаланс есть, хоть и маленький, да, но факт, то, что он есть, существует. И этот диапазон, мы видим, пробивает эта свеча, закрывается ниже этого уровня. Это говорит о том, что order flow здесь, бычий order flow, закончил свою работу. Как только вот эта свеча перебила первый пой в виде 4-часового имбаланса, перебила ордер блок, вот этот ордер блок, тоже был перебит и закрылись ниже телом. Это говорит о том, что здесь начинается уже новый тренд. Если был бычий, то здесь начинается медвежий тренд. И мы видим теперь, что здесь начинается медвежий тренд, и уже снова цена работает по order flow. Опять 4-часовой имбаланс. Вот. Здесь цена ниже была тоже, ниже был тоже 4-часовой, тоже 4-часовой имбаланс, но цена вообще здесь этот диапазон пробила, потому что он находится в дискаунте. А так как цена находилась в дискаунте, ей необходимо достичь премиума, вот сюда, вот в премиум, и тут протестировать POI. Опять, POI может быть имбаланс, ордер блок, брейкер блок и rejection блок. И вот мы здесь тестируем 4-часовой имбаланс, и цена закрывается внутри предыдущей свечи. То есть цена не смогла закрепиться телом над максимумом предыдущей свечи. По правилам Байеса это сигнал в шорт направлении. Таким вот образом цена двигалась внутри недели. Надеюсь, кто смотрит и не является моим студентом, зрители тоже смогли поймать хорошие трейды в этой неделе, потому что цена довольно-таки была легкой для чтения, то есть price action был легкий, не такой уж сложный. Окей, начнем, давайте теперь разбор ежедневных трейдов. Итак, вот у нас здесь заканчивалась предыдущая неделя, и здесь начинается уже понедельник. Что мы делаем в понедельник? Да? Первым делом мы должны определить наш dealing range. Dealing range для понедельника. Здесь в данный момент dealing range является вот этот диапазон. Вот здесь low и здесь high. Потому что вот тут была зачистка и здесь был максимум. Значит, dealing range у нас определен. И цена находится в премиуме. Зная это, то что цена находится в премиуме, она теперь должна сделать ребалансировку дискаунта и всего рейнджа. Если цена намерена продолжить движение в лонг, то она обязана сначала спуститься в дискаунт. И тут самые лучшие входы для лонгового движения. Либо поймать вот это движение в откат. Так, перейдем на М15. Привет, Женя, спасибо огромное. Да, благодарность ваша, это просто лайки и комментарии под видео. Я много не прошу вас. Окей, двигаемся. У нас начинается азиатская сессия. Вот
Вот азиатская сессия здесь формирует такой широкий рейндж относительно. На первый взгляд это кажется, будто бы продолжение тренда сейчас будет. Но это понедельник. И в понедельник цена должна либо сформировать консолидацию, либо продолжить вот это движение лонговое. Так. Я зря удалил ее сейчас. Оставим это, чтобы было понятно. Вот так, пусть так стоит. Итак, у нас формируется азиатский рейндж. В Азию не торговали, в Лондон, может быть, кто-то торговал. Сейчас я покажу вам сделки студентов. Так, понедельник. С 11 числа, да? Вот. 11 число. И вот первая сделка от Евгении. Вот она поймала вот это движение. Довольно-таки хорошее. Здесь ее анализ. Тут. А потом здесь уже Серджио. Он уже торговал, но он торговал здесь уже в нью-йоркской сессии. Давайте рассмотрим вот эту сделку. Евгения первую. Это было после лондонской сессии. После лондонской сессии. Сейчас включим дополнительный актив. Вот этот момент. И тут мы можем увидеть, да, что NASDAQ сформировал SMT дивергенцию с S&P 500. Мы видим то, что тут на NASDAQ цена не достигла хая азиатской сессии, а на S&P 500 мы вообще забрали всю ликвидность и двигаемся в лонгом направлении. И в этот момент Евгения здесь поймала вход. Так, посмотрим, какой таймфрейм там был. Тут не видно, но, по-моему, это на младшем таймфрейме. И вход был здесь. Сейчас. Да, вот, смотрите. У нас здесь уже сформирована SMT дивергенция. Да, SMT есть. Вот такое. SMT. Есть SMT, затем мы здесь должны смотреть, должны увидеть слом структуры. И слом, вот, пожалуйста, через цист тоже дали. Через цист дали и сформировали здесь вот имбаланс. Момент входа, вот тут можно было поймать. Вот, мы видим то, что как цена уважает уже этот диапазон имбаланса. Цена закрывается ниже уровня 0.5. Можно здесь открыть сделку. И таргет здесь уже будет. В первую очередь надо смотреть. Что у нас есть дальше? Тут есть у нас равные лои. Но вот этот low у нас это protected low. Вообще вот здесь уже protected. Вот этот low protected. Потому что цена, вот мы видим, что именно отсюда разворачивается. Если мы здесь отметим диапазон ордер блока. Вот смотрите, ровно 0.5 уровень этого диапазона. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот этот low, он защищенный low. И если мы намерены нацеливаться на sell side, то лучше делать это на сессионную ликвидность. Да, таргетироваться именно на этот low. Не на этот, потому что он защищенный. Поэтому стейк ставим на сессионную ликвидность Лондона и смотрим, как будет отрабатывать наша сделка.
Так. А если вообще здесь посмотреть, ну-ка, где был тейк? А, нет, она зашла после этого хая. Вот тут был сформирован SMT, не здесь. Здесь еще дополнительное было, значит. Вот тут сейчас, значит, цена сделает пересвип вот этого хая, и после этого можно выполнить вход. Да, вот мы видим, цена здесь сформировала первый хай, свинг хай, затем Евгений выполняет вход со второго свинга после снятия этого свинг хая. Hi Pratik, fine, thank you. How are you, bro? Но тут можем поставить тейк вот на эти, на этот low resistance ликвидность, на эту. Если поставим здесь вход и проверим, ну-ка, как цена здесь достигла тейка. Вот разворот. Почему, смотрите, здесь можно опять, вот тут сформировался dealing range. Вот этот dealing range. Вот премиум и дискаунт. Цена находилась в премиуме, видите? Чтобы продолжить движение, она спустилась в дискаунт. И если мы здесь отметим 15-минутные балансы, то я уверен, что она оттолкнулась, скорее всего, от 15-минутного имбаланса. Да, вот. Вот, смотрите. Вот единственный диапазон, он маленький. Так, сейчас. Вот этот диапазон этого имбаланса. Вот он. Вот этот промежуток, это 15-минутный имбаланс. Даже могу включить здесь индикатор, чтобы он показал нам точно. Так. Вот, видите, как раз таки этот диапазон 15-минутный имбаланс. И цена спустилась, отталкивается откуда? От этого диапазона. И снова продолжает свое движение. Так, спустимся на младший таймфрейм. Так, вот. Вот здесь она поймала вход. Почему? Потому что здесь уже более явный, четкий SMT сформировался. Вот он. Вот это SMT. А здесь вот таким образом. Окей, дальше смотрим. Теперь здесь надо поймать вход. Вот тут у нас был слом структуры. Либо будет. Уже был. Вот закрылись телом ниже. После закрытия вот цена здесь сформировала маленькие диапазоны баланса, и она протестировала этот диапазон. Вот тут. Здесь, в принципе, можно поймать опять шортовое движение. И здесь вот сформируется SMT Direction, SMT Momentum. Это самый сильный сигнал, то есть комбинация SMT дивергенции. Сначала SMT Direction, потом SMT Momentum формируется. Это очень сильный сигнал. То есть это High Probability Condition. То есть здесь сформированы уже условия для высоковероятной отработки. И тут мы можем уже ставить вот на этот low. Так, здесь поймали вход. И стоп за этот хай поставим.
Ну-ка посмотрим, как дальше. Если отсюда вот вошли, стоп сюда. Блин. Тейк сюда. Есть. Вот эта сделка как раз таки была у Евгении. Вот она. У нее вход прям был, конечно же, идеальный здесь. Стоп за этот ордер блок. И вот, пожалуйста, отработка. Тут уже Серджио, Серега. Тоже на сел работал, но уже в нью-йоркской сессии. Давайте разберем его сделку. Здесь снова Евгения, тоже в нью-йоркской сессии уже поймала этот вход. Так. Вот это все пока удалим, это нам не нужно. Здесь вот начинается нью-йоркская сессия. Нам важно смотреть на структуру, которая уже сформирована до нью-йоркской сессии. Мы видим то, что цена находится в боковом движении, да? Значит, это аккумуляционная фаза. Вот, цена находится внутри рейнджа Азии. Вот, это high. Вот. Так, это buy side ликвидность. Вот. И sell side ликвидность. Где это? Вот, sell side ликвидность. Внутри этого рейнджа цена двигается. И первый пробой, либо если это будет в long, это будет манипуляция, если будет в short, это будет манипуляция. Если в short пробой, будем работать надо в long. Если будет пробой в buy side, надо работать в sell. Давайте посмотрим, что у нас произойдет в Нью-Йорке. Так, это 5-минутка. Переключимся на М5. Здесь тоже. А, вот смотрите. Стоп. Куда ты убежал? Вот, пожалуйста. Пробой был сначала в buy side. Затем было смещение. Вот это смещение. И внутри дисплейсмента вот, сформировался имбаланс. FPG. Вот. И самый идеальный вход находился вот как раз таки от теста этого имбаланса. Вот этот. Бам. Тест. И здесь можно открыть sell. Куда мы будем здесь таргетироваться уже? Мы, смотрите, забрали buy side ликвидность. Теперь осталось у нас sell side ликвидность. И, соответственно, надо таргетироваться на sell side. Вот тут. Вот, пожалуйста, take profit. Второй здесь стоит, первый стоит тут. Сделки Евгении. Вот как она здесь читала price action. Сначала аккумуляция, вот манипуляция, импульсное движение и движение в шорт, дистрибуция. Вот, пожалуйста, ее сделка. Take profit вот тут. Так, это Серхио, вот его вход. Так, это на М5. Это сделка Александра. Вот. Тоже на sell. Вот прибыль его. Это Аслан. Вот, видите, 4 студента, но у всех чтение рынка одинаковое, и все торгуют именно этот момент. Вот отмечает здесь Аслан FVG, это на младшем таймфрейме здесь. Вот, сформирован был этот имбаланс, и от теста имбаланса был выполнен вход. Вот его сделка. Вот она. Видите? Здесь смотрите. Уверенность
это очень важно в нашем деле, да. То есть верить в свой анализ, это такой навык вырабатывается не за один день. Вот, допустим, новички, либо неопытные трейдеры, когда, если бы здесь вошли бы в шортовом направлении, и цена начала выдвижение в лонг, они бы здесь закрыли бы свою сделку, да. Если, либо вот тут цена вот спустилась в дискаунт, затем снова развернулась и опять пришла. И тут многие как делают? Допустим, вот здесь был выполнен вход, затем цена сделала откат и обновила этот лоу. Стоп сразу передвигает вот сюда. Цена спускается вниз, затем возвращается, снимает здесь, зачищает повторно стопы, которые были выдвинуты ниже, зачищают, и потом резкое падение. Быстрое падение, чтобы быстренько, чтобы никто не успел здесь войти, не успел запрыгнуть. Вот. А когда уже у тебя есть уверенность в том, что твой анализ верный, и цена будет двигаться именно в этом направлении, ты будешь смело просто ждать, когда цена дойдет до твоего тейка. Несмотря на то, что цена будет делать манипуляционные движения против твоего тейка, в направлении против. Вот. У тебя тейк стоит в sell side, а цена делает движение в buy side. В такие моменты большинство сразу начинает паниковать, закрывать вручную сделку, либо получают стопы. Но мастерство именно приходит со временем и с опытом, и с правильными знаниями. Вот, пожалуйста, это вот яркий пример этому. Когда цена, несмотря на то, что она делала дважды откат против направления тейка, здесь студент, видите, просто ждал, не паниковал. Он знал то, что цена придет сюда. И несмотря ни на что, она достигнет этого диапазона. И его сделка, она отработает. И она отработала. Вот сделка Александра. Вот, смотрите, у него вообще самый вкусный вход здесь получился. Да? Такое, это уже, это уровень высшего пилотажа, можно сказать. Когда ты начинаешь видеть алгоритм и читать алгоритм без слома структуры. Вот вы видите, это минутный таймфрейм. И здесь слом структуры, самый ближайший слом, это вот здесь через сист, вот тут. Но его вход, он без подтверждения слома. Без подтверждения слома выполняется. Вот. Это уже высший пилотаж мастерство. И смотрите, вот его диапазон, где он выставлял свой тейк. И цена как раз-таки достигает этого диапазона и разворачивается именно отсюда. Тейк был выставлен ни ниже, ни выше. Да, именно максимум. Он выжил весь максимум от этого движения, от этой дистрибуции. Вот смотрите, здесь был вход на уровне 29300, и здесь выход 29100. Да, получается, если округлить, то 200 пунктов он поймал. Если бы он здесь рисковал $10, то поймал, то есть заработал здесь $200. 200 пунктов, $200, когда ты рискуешь $10. Вот он здесь, прямо вот тут, вот минутный таймфрейм, он уже не дожидаясь слома структуры, ни через SIS, ни через MSS, он просто здесь уже на опыте выполняет вход. А такой опыт, он когда появляется? Когда ты когда ты получаешь правильные знания, то есть когда ты уже научился правильно читать алгоритм. Видите, если бы кто-то здесь зашел бы и выставил бы стоп вот сюда, передвинул бы, вот те, кто запрыгнул даже здесь, либо вот здесь. Обычно, когда цена
вот после этого момента уходит, да, вот тут у вас получается confirm, да, цена подтверждает свое намерение, вот был confirm, и многие передвигают свой стоп, вот допустим вы выставили здесь стоп, вот тут вошли, передвигают вот сюда, на этот swing high, и что делает цена, смотрите, приходит именно для того, чтобы снять эту ликвидность, снять ваш стоп, и после этого, после снятия, начинается резкое бам падение, вот, резкое, импульсное. Вот так работает алгоритм. Если вы хотите читать именно таким образом, как я это делаю, и как мои студенты уже научились то же самое делать, то добро пожаловать на мои курсы. Да, да, вот, Лариса правильно говорит. В этой неделе коллективных тейков было очень много в группе, в закрытой группе. Вот таким вот образом отработали понедельник, да. Еще раз пройдемся по этим сделкам. Первым открыла неделю у нас Евгения. Работа после лондонской сессии. Первый тейк. Затем вот Серхио. Я не знаю правильно, бро, тебя как-то Сергей, либо Серхио. Он, правда, в Италии, итальянец. Скорее всего, наверное, Серджио. Затем вот Евгения снова, потом Александр здесь поймал, и Аслан тоже поймал эту сделку. И вот все они получили по тейк-профиту. Таким вот образом у нас понедельник закрылся, дальше уже никто не торговал, потому что здесь уже вот это достаточно было. Поймали это движение. Самое важное, да, одно из важных навыков в трейдинге это умение говорить себе стоп. То есть, если ты поймал хорошее движение, это не значит то, что ты поймал удачную волну и ты дальше можешь также удачно торговать. Нет, лучше довольствоваться тем, что ты поймал, да, и растянуть этот момент удовольствия. То есть ты поймал тейк, отработал, твоя идея, и все, просто закрой, бро, терминал и наслаждайся, кайфуй от этого момента. Надо прочувствовать этот момент, потому что ты сделал анализ, и твой анализ правильно выполнил алгоритм. Одного трейда будет достаточно. Когда ты уже на волне вот этой эйфории начинаешь торговать дополнительно, то происходит овертрейдинг, то есть переторговка, и все то, что ты здесь заработал, ты можешь также слить запросто. Здесь был double purge, да, к вашему сведению. Тут была отработка double purge. Двойная зачистка. Сначала сняли buy side, затем sell side. И при снятии этого мы сформировали вот здесь вот low resistance ликвидность. Это было признаком, что здесь double purge. И плюс вот можно было понять по закрытию даже 5-минутной свечи. Видите, вот 5-минутная свеча, где она закрылась, она сняла ликвидность и закрылась внутри рейнджа. Вот, допустим, здесь в данный момент у нас рейнджом, рабочий рейндж, был бы вот этот high и low. Вот этот диапазон был бы рабочим рейнджом. И можно было бы здесь посмотреть, если цена закрылась бы ниже этого уровня, вот этого уровня, телом можно было бы работать в шорт. Но что делает цена? Она здесь показывает свое намерение. Если вы научитесь читать эти сигналы, то будет проще торговать и будет движение в рынке будет гораздо понятнее вам. А то, что понятно, это торговать всегда легче, чем то, что непонятно. И вот закрылись выше.
И цена продолжила свое движение в лонговом направлении. Если на М1 спустимся, давали ли нам здесь, дали ли нам вход тут, да? Вход, вот, пожалуйста, здесь был вот цист, слом через цист был. Вот. И цена как раз вот тестирует этот уровень. Для моих студентов я как раз таки недавно записал урок и скинул в раздел, по-моему, в 3-й блок. И там как раз объясняю я всю логику работы по цист. Как надо работать и откуда надо заходить. И вот, пожалуйста, яркий пример отработки по цист. Вот. Плюс. Так, давайте измерим движение здесь. Ну-ка. Вот цена как раз достигает 2-2,5 диапазона, делает одно откатное движение. Вот. После этого можно было здесь опять поймать вход и уже работать в лонг. Но тут вот здесь сформировалась уже SMT и был бы вам сигналом, что пора закрывать. Либо давайте измерим отсюда. Вот. 3 отклонения по стандартным отклонениям. 3 отклонения здесь цена. Вообще надо вот этот уровень 3-3,5 тоже отметить. Потому что цена в последнее время очень часто отклоняется. Короче, МС Видай. Давай объясни свое предположение. Если не сможешь объяснить, сразу улетишь отсюда нахуй. Двигаемся дальше. Вторник. Здесь мы отработали. Так. В 8:30. Здесь новость была. Новостная свеча. И так, давайте 9:30 где-то. Вот она. Смотрите, уже, да, в понедельник. Так, в понедельник здесь можно было бы здесь сделать анализ и понять, что у нас ожидается во вторник. Потому что мы в нью-йоркской сессии, ланч-сессии, здесь уже, так, где это? Вот она. Вот тут уже была сформирована SMT-дивергенция. Вот здесь. После этого был слом структуры. Нам подтвердили слом структуры через цист. Вот. Цист. И вот мы здесь пробили импульсно. Здесь уже было понятно, что цена здесь сделала слом структуры, и бычий тренд перешел на медвежий. На медвежий тренд. И если медвежий тренд, то нам теперь вот здесь понадобится наш dealing range с пятницы. Вот пятничный dealing range. И нам нужно сначала отметить low, и от low мы тянем к high.
Вот этот high. И делим его на премиум и дискаунт. Вот, пожалуйста, теперь здесь у нас текущий dealing range. Тут мы отмечаем теперь POI в дискаунте. Я включу вот 4-часовой таймфрейм, что показывало. Вот. Вот здесь два 4-часовых имбаланса. Надо отмечать обычно самый нижний, то есть самый дальний. Вот, пожалуйста, отметили. Да? И тут на М1 у нас уже вот здесь, вот в Азии нам дали слом структуры. Теперь, так как Азия была, в Азии был расширенный диапазон, то было понятно, что в Лондоне ничего особо такого движения не будет. То есть здесь был X, а Лондон будет А, то есть аккумуляции. И в Нью-Йорке должно сначала было произойти, манипуляция должна была произойти. В манипуляции мы как раз-таки сняли ликвидность вот азиатской сессии. И после этого вот тут был хороший момент для входа по цисту. Вот. Здесь сначала формируется вот displacement свеча, серия свечей, внутри которых формируется у нас имбаланс. Имбаланс. А этот умник так и не смог, да, объяснить свое это сообщение. Ты дурак, короче, не смог объяснить, сразу летишь нахуй отсюда. Все. Такие люди, нездравые люди, это сразу понятно по их действию, да. Здравый человек как? Он даже если относится скептически, да, я уважаю такое отношение. Надо всегда оценивать критически любую информацию. То есть надо сначала фильтровать, это правильно ли, неправильно ли, о чем говорит автор. После этого, если уже он получает какие-то обоснования на словах автора, если он не льет какую-то херню, не вешает вам на уши лапшу, то просто прислушайся, посмотри внимательно, о чем он говорит. Если он говорит что-то полезное, толковое, то бери от этой свою пользу, да? А если нет, просто уходи, ничего, никого не трогая. А когда ты приходишь, блядь, сука, сразу с приветом, блин, то что подумают нормальные люди? Нормальные люди будут реагировать всегда одинаково. У них будет сразу мысль появляться в голове. Вот, блядь, пришел долбоеб. А долбоебов не уважают, недолюбливают в нормальных сообществах, где люди, здравые люди собираются, обсуждают. Внутри таких сообществ долбоебов сразу шлют нахуй. Потому что и так в жизни дохуя долбоебов. Вот один из них, вот, блядь, президент Америки, блядь. Достаточно, поэтому переизбытка долбоебов здесь никто не хочет. Сразу. Либо ты объясняешь свою позицию, и я тебя слушаю внимательно, либо ты сразу летишь отсюда подальше. И вот, смотрите, здесь происходит displacement, аккумуляция. Так, давайте посмотрим. Тут. Вот тут аккумуляция формируется, затем цена поднимается в премиум. Почему в премиум? Смотрите, еще раз здесь покажу вам. Так, это можем отключить. Цена вот тут сформировала уже dealing range. Сформировала dealing range. Сделаем вот так. Спросите, где? Вот здесь мы сняли ликвидность, вот этот high и low. И вот я тяну от этого high к этому low. Вот смотрите. Вот получился у нас dealing range. Вот тут. Так, сейчас я сменю.
Наверху премиум, внизу дискаунт. Вот. И цена что делает? Вот, цена находилась в дискаунте здесь. И цена поднимается в премиум, вот тут, достигает ликвидности, сессионной ликвидности в виде buy сайта лондонской сессии, снимает ликвидность сессии и здесь разворачивается. Тут уже вот самый ближайший слом структуры у нас находится вот здесь внизу, вот тут, да. Если мы будем дожидаться до этого уровня, то мы просто провтыкаем лучший вход. Поэтому в таких случаях лучше работать через SIST. И тут вот формируется у нас имбаланс, цена приходит, тестирует диапазон этого имбаланса, затем смещается. И тут можно попробовать открыть сделку. И куда здесь надо таргетироваться? Первый всегда таргет будет у вас эквилибриум. Тут, если вы будете целиться именно на этот диапазон, то вы никогда не проиграете. То и отработка будет всегда 100%. Да, в трейдинге говорят, что нет ничего 100%, есть вот только вот это. 100%. Я могу с кем угодно поспорить на это. То, что когда цена торгуется в премиуме, то она 100% спустится на диапазон, минимум хотя бы на эквилибриум, а то и глубже может откатиться. И поэтому, когда вы ставите тейк на эквилибриум, то эта отработка, она будет уже железобетонной. И именно эту отработку, по этой отработке я здесь и вот выполнял вход на sell. Вот, пожалуйста, take. И уровень здесь, вот, пожалуйста, на как это выглядело. Это так, M3. Если мы поставим сюда take profit, первый take profit, вот диапазон эквилибриума. Второй take profit, если цена перебьет этот уровень, либо она может сделать как? Цена может спуститься сюда, затем сделать откатное движение и продолжить движение в дискаунт. Тут, если даже закроетесь, то вот тут на откате можно поймать еще одно движение. В откате как работаем? Когда цена делает откатное движение, моментом входа у вас будет после формирования SMT здесь, на откате. Если будет сформирована SMT-дивергенция, то это будет вам сигналом, что можно входить. Итак, давайте посмотрим здесь. Вот тут, если мы зашли, вот тут короткая позиция, стоп за high, это сюда. Первый сюда, затем второй был бы ниже, к границе имбаланса. Вот таким вот образом бы отработали бы. Посмотрим, как цена сейчас будет двигаться. Достигли здесь. Затем, что произошло у нас? Начинается ланч-сессия. И вот мы достигаем как раз диапазона 4-часового имбаланса. И отсюда цена уже разворачивается. И я вам говорил, да, после достижения здесь стейка, цена может сделать одно откатное движение. И моментом входа здесь будет SMT-дивергенция. Давайте сверим, дали ли нам здесь SMT-дивергенцию. Был ли момент этот? Вот, пожалуйста, этот high мы здесь не сняли, а тут сняли.
Вот. Видите? Как я и говорил, вот все слова подтвердились. После вот этого формирования можно было бы здесь найти вход. То есть выполнить вход здесь тоже можно было бы. И давайте разберем теперь сделки студентов. Вот, пожалуйста, это мой вход. Так, дальше. Где это? Здесь я частично закрыл первый, потом этот оставил здесь, вот выдвинул еще ниже. Take. И вот полное закрытие. И вот, пожалуйста, сделки. Это работа Аслана. То же самое у него, видите, в нью-йоркской сессии вот тут выполняет вход. Вот его сделка. Первые два здесь он закрыл вручную, затем вот выполнил еще раз вход и вот закрылся здесь. Первый-то. Вот сделка Ибрая. Он на S&P 500 здесь торговал. Вот. На S&P 500 тоже поймал это движение. И таким вот образом у нас, так, сколько? Два студента торговали во вторник и поймали вот это движение шортовое. Окей, теперь мы здесь достигли дискаунта. И тут я уже говорил, вот здесь в группе писали, что, скорее всего, это, наверное, недельное расширение в медвежьем направлении. Нет, в таких ситуациях надо всегда внимательно смотреть, как будет закрываться цена в дискаунте. Вот у нас пой от дискаунта. Если цена пробьет этот уровень и закроется телом, то да, это будет подтверждением профиля Classic Expansion Week в шортовом направлении. Но если цена здесь отсюда получит разворот, и здесь формируем слом, здесь формируем SMT-дивергенцию, это будет подтверждением, что цена делала манипуляцию. Цена делала манипуляцию. И вот это все движение, это было манипуляционным движением. И дальше будет дистрибуция. Если мы посмотрим, сверимся с S&P 500, мы можем здесь увидеть SMT-дивергенцию в виде сессионной. Вот. Здесь азиатская сессия, вот она. И тут то же самое, азиатская сессия. S&P 500 зачищает sell side азиатской сессии, а NASDAQ делает fail. У нас есть SMT подтверждение. Теперь остается нам увидеть тут слом структуры. Как только нам дадут слом, то давайте вот этот уровень у нас будет и уровнем циста, и уровнем МСС также. И как только цена закроется выше этого уровня, это будет подтверждением, что все, цена переходит от фазы продаж к фазе покупок. И тут мы можем, так, вот, удалю это. Теперь вот здесь мы можем уже воспользоваться инструментом стандартных отклонений, вот таким вот образом, и измерить предположительную дистанцию, докуда цена может теперь двигаться. Мы видим то, что вот тут у нас может здесь формироваться одно откатное движение, либо полный разворот. И тут вот терминус находится как раз таки all-time high, buy-side liquidity. Здесь я уже, то есть в этот день я получил свое и не торговал дальше.
А после ланч-сессии вообще советую не торговать. И тут закрывается у нас день. И давайте посмотрим теперь на старшем таймфрейме, что у нас есть на графике. Все лишнее я здесь отсюда удалю. Посмотрим на 4-часовом таймфрейме и на дневном также. Что у нас на 4-часовом таймфрейме? Мы видим, что цена достигла брейкер блока диапазона. Так. Диапазон брейкер блока. Вот. Затем здесь уже цена развернулась. Хоть мы и пробили 4-часовой здесь диапазон. Так, ребята, у меня технические неполадки. Если связь сейчас обрубится, я продолжу чуть позже. У меня проблема с Wi-Fi возникает что-то. Окей, работать будем до конца. Давайте. Угу. Итак, на дневном таймфрейме посмотрим, что у нас произошло. На дневном таймфрейме вот у нас здесь диапазон дневного имбаланса daily. И цена закрылась, смотрите, над уровнем 0,5 от дневного диапазона, вот этого дневного имбаланса FEG. Это о чем говорит? Это говорит о том, что это была манипуляция, и дальше будет движение в лонг. И первым таргетом в этом движении у нас будет вот эта buy-side ликвидность. Хоть у нас, смотрите, здесь дневная свеча закрылась в шортовом направлении, но общий контекст у нас говорит о том, что цена будет идти в лонг. Поэтому здесь важно всегда уметь правильно читать контекст. И что происходит у нас? Вот так. Перейдем здесь на М15, здесь тоже М15. Так, формируется азиатская сессия. И здесь уже видно, что цена зашла в фазу расширения. Почему расширение уже? Потому что вот была здесь аккумуляция, затем была манипуляция. И по IBDA циклам мы знаем то, что это модель A, а тут уже будет модель B. Внутри модели B мы знаем, как надо работать, да? Это для моих студентов инсайт. Так, вот это сделки Александра. Так, это вторник. Вот как он здесь работал тоже. Тоже поймал движение в шорт. Вот это движение было.
Вот здесь он указывает, видите, было SMT-дивергенция сформировалась с азиатской сессией, и вот после смещения он здесь выполнил вход. Так, а это уже Ирина. Это US100. Это какое число? Это 13. Так, это Ибрай. Вот здесь он сначала получил так 2 стопа, но затем вот выполнил вход и поймал вот это движение, лонговое движение. Здесь вот нью-йоркская сессия. Так. До Нью-Йорка. Теперь, зная то, что цена находится в фазе расширения, то тут нужно было работать только в лонг. В нью-йоркской сессии мы должны были увидеть SMT-дивергенцию, которая будет сигналом для входа. И как раз мы видим то, что до Нью-Йорка цена здесь формирует low resistant ликвидность, low resistant, и в Нью-Йорке мы зачищаем эту ликвидность. Так, стоп, М1. Мы зачищаем эту ликвидность. Так. Что у нас? И вот, пожалуйста, у нас SMT-дивергенция здесь формируется. Вот она. Было SMT сформировалось, мы в дискаунт спустились, и в дискаунте нам нужно теперь здесь дождаться слома структуры, и от слома структуры можно было выполнять вход. Так, вот здесь. Это чья-то. Это Кити. Вот. Анализ какой, вот, пожалуйста. Все в лонг работали, все студенты работали в лонговом направлении. Вот, пожалуйста, лонг тоже. Здесь сначала откат поймал Александр. Вот это движение было шортовое, поймал он. А другие ловили лонговое движение. Также здесь. Вот здесь Александр, он на этой сделке прошел сразу 2 этапа про фирмы. Вот тут он поймал вход, тейк выставлял сюда, но из-за того, что это вот, это аккаунт с про фирмы, поэтому лонг отрубился, не дойдя до цели $1500. За одну сделку оба этапа пройдены. Спасибо Мунису. Входы пока сырые, нужно оттачивать. Он недавно вступил к нам в закрытое сообщество, то есть недавно приобрел курс, прошел, и сейчас проходит курс полный. И вот уже у него его сделки. Вот. А это вот Евгения поймала все движение здесь почти. И вот у вас видите какой этот RR23. RR23. Пожалуйста. А это моя сделка. Вот тут я поймал вход. Так, это М5. И вот сделка, которая отработала уже.
Так, на 5-минутном таймфрейме. Так, F3. Вот тут у нас было сформирован имбаланс, а это displacement candle, и от теста этого имбаланса как раз был выполнен вход. Вот так. И первый таргет был вот этот high, buy side ликвидность, которую я отметил здесь. Вот она. Вот эта ликвидность была. И затем дальше продолжил держать позицию от этого имбаланса. Это сюда. Это сюда. И вот достигли первого таргета. Но мы здесь измеряли то, что вот. Так. Да. STD отклонения. Тык. Одно откатное движение и дальше продолжение. Вот. Здесь уже было М5. Так, H1. Тут я уже измерял через Measuring Gap. Это все можем удалить, не нужно. Делал анализ вот таким вот образом. И второй тейк был здесь. Вот сюда был выставлен. Вот сюда. И как раз вот здесь мы достигли второго тейка. И... Где это? 14. Вот здесь я указывал первый take profit и второй take profit. И вот, пожалуйста, 29 365 уровень. 29 365. Это вот первый take profit. Вот здесь был. Второй тейк уже на следующий день отработал. Суть в том, что цена уже находится в фазе расширения, и тут мы торговали просто от отката. От отката входим. Вот тут тоже это Александр выполнил вход. Тейк уже вот 29 456. Первый тейк здесь 360, 2,5. И таким вот образом работали. Вот этот второй тейк, где был 29, уже 540. Да, вот 540, вот этот диапазон. Вот он, вот эта сделка моя. И вот отработка. Вот второй тейк здесь был. Это анализ. И таким вот образом, вот Евгения тоже здесь также торговала в лонг. Анализ. И Брай тоже поймал здесь это движение. Так. Потом я дополнил это уже еще. Это уже 14 было, да? Здесь 14. Давайте 14 число. Что у нас здесь уже среда. В среду было понятно. Так, вот сейчас разберем на младшем таймфрейме. В среду тоже в нью-йоркской сессии я ожидал перед входом формирования SMT дивергенции. Мы здесь спустились в дискаунт. Дискаунт. Тут был диапазон BPR у нас. Если я включу вот... вот свечи. Вот. Здесь у нас BPR зона была, поэтому цена дальше вниз не должна была спускаться еще ниже. BPR, вот он был. Вот BPR это был.
Это BPR-зона уже. Поэтому здесь я ожидал цену, что она развернется в нью-йоркской сессии, сформирует SMT-дивергенцию, и можно было здесь поймать вход. И как мы видим, здесь опять нам дали SMT-дивергенцию. Даже вот таким вот образом можно здесь расчертить. Вот, пожалуйста. После SMT нужно было просто дождаться слома структуры на младшем таймфрейме и выполнить вход. Так, слом здесь был бы через цист. Вот тут был цист. Затем на М3 можно было дождаться формирования имбаланса и от теста имбаланса уже входить. А тут у нас вот был, это уже breakaway gap. Это имбаланс. Наличие breakaway gap подтверждает, что цена будет двигаться в лонговом направлении агрессивно. Так, тут вход был. Входы. Вот отсюда. Сейчас я покажу вам на графике. Сделаем вот так. Вот от теста этого имбаланса надо было входить в лонг. Почему? Потому что у нас уже здесь было сформировано, вот видите, low resistance ликвидность была сформирована. Мы сразу вот в начале Нью-Йорка сняли ее, затем сделали откат к имбалансу, и тут можно было уже ловить дистрибуцию. Первый тейк был бы здесь выставлен, а второй вот сюда. А, уже день закончился там дальше. И тут уже пятница. Пятница она сразу ушла вниз, да. Да. Так, здесь. Куда мы вставляли? 29 600. 29 670. 29 670. Так. Вот сюда выставлялся. Так, теперь сейчас все удалю. Вот я как вычитал этот диапазон. Вот 29 600. Был выставлен тейк именно на этот диапазон, на Take Profit 3 через Measuring Gap. Поэтому вот там и здесь мы и закрылись. В пятницу я уже не торговал, но торговали студенты. Так. Просто мне пора спешить, ребята. Закругляться буду. Быстро покажу. Так, пятничная торговля от Павла. Вот Паша. Вот его анализ. Куда должна была цена прийти. И как раз цена здесь закрылась. Здесь я работал на откат. Здесь тоже Серхио работал на откат в пятницу. Вот на вот это движение. На это движение. Так, я закрываюсь, ребята, у меня садится UPS. Спасибо всем за просмотр, жду лайков. А из-за того, что у меня UPS гонит, я вынужден быстро закрыться, то есть завершить трансляцию. Всем всего доброго, пока-пока.